Я его в начальных классах учила про деревню. Просто я только что вспоминаю. Нормально. Иди сюда, близко. Давай, еще шагай. Еще? Еще вообще Еще. сюда. Ага, так, все, иначе он не сфокусирует. Подожди. Вообще шикарно. Вот моя деревня. Вот мой дом родной. Вот качусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись санки, и я на бок. Хлоп! Кубарем качуся под гору сугроб. И друзья-мальчишки, стоя надо мной, весело хохочут над моей бедой. Все лицо и руки залепил мне снег. Не в сугробе горе, а ребятам смех. Меня зовут Маркова Дарья, я из Каргата, мне 13 лет. Я в этом году только первый раз приехала, но я только приехала, мне уже здесь нравится. У меня сестра уже ездит не первый год, она после каждой поездки мне рассказывает, как это все, и я уже знаю, что здесь будет, какие этапы и что нужно делать для того, чтобы их хорошо выполнить. Мне интересно и в какой-то степени страшно. Ну, я боюсь, что подведу команду, как-то не справлюсь, что-то буду делать не так. Ваша задача поднять вот это таким образом, чтобы судья на этапе смог вставить вот этот штырь. Если штырь не вставляется туда, значит вы не доделали этап. Перелом голени, сразу говорю, сломана голень, открытый перелом голени, есть кровотечение. Думайте сами, что делается при этом случае у нас, как накладывается у нас шина. Меня зовут Рома. Мне 14 лет, я из города Новосибирска, Ленинский район. Я здесь уже второй раз на школе безопасности. Ну, для меня это хорошее и при этом тяжелое времяпровождение в некоторых моментах. Это очень странно, поскольку иногда бывает очень весело, а иногда бывает очень тяжело. Но это все очень круто. Да. В прошлом, если взять природку, для меня тогда это было очень тяжело, поскольку мне было тяжело тащить рюкзак и иногда проходить некоторые этапы. А во всех остальных мне было очень даже легко. Иногда вот когда ты просыпаешься и ты весь в воде из-за дождя, то у тебя очень плохое настроение и морально это сложно. Иногда даже сложнее, чем физически. В патовых ситуациях в обычной жизни мне реально может пригодиться там буквально сердечно-легочная реанимация, там какую-нибудь повязку, там что-нибудь такое. Мне кажется, всем надо знать. Иногда бывают очень реалистичные моменты. Прям. Только это сделано очень хорошо. И
просто ты ощущаешь себя так спасателем. Помогите, мне больно! Кто-нибудь, помогите! Так, не подсказывать. Давай. Все, спускай, качай. Давай, качай! Поехали! Дальше что делать нужно? Быстрее давайте, шевелитесь. Я выкидываю. Думай, правильно вставляешь, давай. На большую! Смотри, уже все поднимается, все вагоны поднялись почти. Не надо поднять. Давай, мы тебе сейчас поможем. Мы остановились. Что, вынеси вот эту клетку тебе? Куда ее вынесли? Да вон, я аптечку Зачем? Упирайся ногами сюда. Сюда ногу ставь одну, другую туда. Вот так вот, она между тобой. Голову опусти, здесь крыша. Все. Раз, два, три. Стоп. Вот так вот передавай ее, приподнимай. Приподнимись на ножки. Вот так вот передавай. Быстрее, быстрее. И Ты уже солнце. Все, там все встала остальная команда. Вся команда остальная на старт убежала, быстрее. Те, кто работает с инструментом, вот ты здесь лишних много движений делал. Переставлял непонятно что, непонятно куда. Как ты только поднял, туда может пройти человек, ты командир. Ты сказал, поехали, он начинает качать. Ты говоришь, стоп, он перестает качать. Он устает, понимаешь? Ты должен с ним работать как брат-близнец. Вон там ты должен командовать. Открыл лаз, приблизительно вот такой вот промежуток появился. Ты сразу говоришь, медик пошел. Медик идет вперед, оказывает помощь. Если ты этого не сделал, медик стоит здесь и непонятно чем занимается, понимаешь? Надо быть уверенным в том, что ты делаешь. Понял? все убежали, один остался. Один остался. Держи, убежал. Бери это и убежал. Ты командир, ты идешь там. Должен быть один, кто командует всеми, понял? Сейчас идите на вертолет. Это интересно, хоть это и сложно, но это очень интересно. И это тебе может пригодиться в жизни. Вот. Буквально человек утонул, если ты будешь знать, как делать сердечно-легочную реанимацию, то, возможно, ты его спасешь. Но это не точно, да. Вот. Это очень пригодится в жизни. Вот вся эта информация, которая будет там на техногенке, на природке, на акватории, все буквально. Ну и физически ты развишься там. Качком станешь, да? Ну я не качок, но да.
начинали резво практически все. Заканчивали уже жалея себя. Жалея себя заканчивали многие. Вот этот товарищ, когда поднимался вон на том этапе, когда самая высокая лестница, я сам бегал эту полосу, я знаю, что на каком этапе уже ножки отказываются. Ну, ножки отказываются слушаться. Они уже вот такие какие-то становятся, ну, как у пьяненького. Вот этот товарищ бежал с вот такими глазами, вот так вот дышал. Вот я отчетливо видел, потому что я всех прогнал здесь, ну, на той полосе. И вот хочу сказать, что один из немногих, кто вчера вот, да, закончил этап на характере. Пошел, что встал? Раз, два, вкатываю, вот так. Беги. Давай, терпи. Обнимай трубу, ножками схватилась и спускай, слетела. Моя задача была сейчас сказать всем, кто будет сейчас бегать, что можно помимо своих физических кондиций, да, включать еще иногда характер и работать через силу. Ну, мы приехали из Новосибирска, из Калининского района. Учительница по географии звала всех в поход пойти, и для того, чтобы пойти в поход, нам нужно было подготовиться, и мы пошли вот в этот кружок ходить. Ну, я занимаюсь, наверное, 3-й или 4-й год. Меня Илона 17 лет. Нина, 14. Я тут по колено в тине! Нет, вы слишком вытянули. Не тяните пока веревку. Готово! Ребята, подтяните. Давай. Это и есть! Готово! Да не могу я забыть! Нет, нет смысла, что ты давишь. Тогда подкати их ближе. Давай наоборот. Давай. Раз.
2, 3. Круто. Это контрольный узел. Вот это 3 штыка. Вот сам обнос. Обычно используют штык со шлагом, то есть несколько раз обматывают. А мы так используем, лучше фиксируется. Полиспас разбирайте. Давай, Настя, давай. Прежде чем что-то натянуть, что-то сделать, надо сначала подумать, как это сделать безопасно и быстро. Когда в команде есть лидер, он настраивает команду на работу. Здесь же работает и голова, и физика полностью, все мышцы. Я учитель начальных классов ЛБЖ. Кондратьев Евгений Михайлович, Каргатский район, село Машанское. Деревенская средняя школа. Так вообще я 23-й год в школе. Вот, а с 2010 года мы на эту смену ездим. Причем уже некоторые по 2-3 раза даже приехали здесь вот с командой. Спортивные секции проходят, но туда что же не все ходят. Тоже 2-3 человека, ну 10 максимум. Все, это же село, это не город. Вечером болтались бы по деревне в остановках и по площадках каких-то. Причем не спортивных. Честно скажу. Раз задача ребятишек поднять меня отсюда вот по этой стене. Что лично я для себя увидела, приезжая сюда на эту смену, привозя сюда команды? Здесь происходит замечательное, очень быстрое формирование волевых качеств у ребятишек. А им приходится думать и действовать в ситуациях для них непривычных. Даже если им предлагаются те дела, которые они знают, то есть наведение навесной переправы, преодоление каких-то препятствий, все равно судьи, организаторы стараются их поставить в такие условия, чтобы им приходилось думать головой. 5 минут вам на подготовку. Аски! Опять что ли? Вы поесть хотели? Еще задание не взяли, мы сейчас отдохнем. И получается, что они приехали один раз, поняли, как это тяжело. И, интересно, очень интересно. Им хочется приехать снова. А для того, чтобы почувствовать себя здесь успешными, нужна физическая подготовка. То есть они начинают тренироваться. Нужна техническая подготовка. Они начинают уже сами осваивать какие-то технические приемы и внимательно слушают тренера.
нужна сообразительность и догадливость. То есть они начинают как-то тоже понимать, что и в школе надо получше учиться, чтобы объем памяти там был побольше, да. Вот. Еще, конечно, замечательно, что они начинают общаться между собой, дети из разных районов, дети из разных команд. И здесь, конечно, тоже, у кого-то это идет конкуренция, а у кого-то идет поддержка. И вот эта поддержка, которую они испытывают к людям, которые даже успешнее них, это, я считаю, тоже очень ценные морально-нравственные качества. Вот это то, что я увидела уже на первой смене, и поэтому стараюсь привозить и команды вот каждый год, хотя бы кого-то, потому что если не для всех 8 участников, то вот для 2-3 точно эта смена дает вот те результаты, которые я перечислила. Маш, лови! А где же там люди? Спускайтесь через лес. Все, мы тебя спасем. Все, она. Еще раз. Меня зовут Демид, я в этой команде уже, сколько мы? 8 лет получается. На эту смену я приехал в 6-й, по-моему, раз. Конкретно в этот лагерь, по-моему, 4-й. Еще я ездил в Красную Горку, в Гренаду на город, и на Байкал мы ездили в прошлом году. Начали мы ездить, по-моему, в 2010 году. Первые года мы приезжали, у нас был очень плохой манекен. И мы решили, что нужно сделать что-то новое, более удобное. И получилось, что мы сделали этот манекен из моего старого зимнего костюма. Просто сшили, сначала мы запихивали в него всякие бревна там маленькие, не знаю, еще что-то. Потом мы пришли к варианту, что заталкивали туда бутылки с водой и забивали для плотности шишки. Вот, и у нас получился такой манекен прикольный. Мне здесь нравится. Мне нравится лес, природа. Да и просто спасать людей — это тоже очень интересное занятие.
поколение детей, которое сейчас растет, оно, конечно, очень сильно отличается от предыдущих поколений. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Современные дети прекрасно разбираются в различных гаджетах, но в силу того, что они гораздо меньше, чем предыдущие поколения бывают в лесу, так сложилось, это просто сложилось так. То есть был у нас в стране период, когда было повальное увлечение туризмом, и все просто массово сотнями ехали в лес. Сейчас этого нет. И эти дети, живя в цивилизации, они, конечно, очень часто не понимают, что человек не царь природы, да, как Алиса, человек царь природы, да, только звери об этом не знают. И вот эти дети, они тоже не подозревают о том, что вот природа-то не догадывается, что человек ее царь. Приезжая сюда, они убеждаются в том, что если идет дождь, это мокро, холодно, некомфортно и надо что-то делать. Если ночевать приходится в ужасных условиях, то к этому тоже надо как-то приспосабливаться. И вот это как бы окунание их вот эту в суровую реальность, оно тоже помогает тому, что они начинают себя адекватно оценивать. Они начинают помогать друг другу. То есть у них опять же формируются замечательные качества. Потому что вот когда говорят другое поколение, это не значит, что у них эти дети хуже. Они такие же добрые, они такие же отзывчивые, они такие же эгоистичные, они такие же там ленивые, да. И вот на этой смене происходит шлифовка характера, шлифовка. Они тоже об этом не догадываются, а тренеры, которых сюда привозят, они это знают. И во многом ради этого сюда и приезжают. Давай, пройдем. Я не могу больше. Давай. Давай, ногу выпрямляй, чувак. Ногу выпрямляй. Давай еще. Давай, прими ногу. Давай, хватайся руками. Продвигай ногу, выпрямляй, давай. Давай, Лизка. Да можешь ты, не плачь. Да, ты можешь. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутой негой взоры навстречу северной авроре. Звездой севера явись.